Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Как вы узнаете будущую жену? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. И продолжаем знакомиться. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что для вас главное в женщине? Внешность, характер, либо же фигура. Вот что для жизни именно? Потому что женщин можно разделять для утехи, да, для таких временных. А вот если для жизни, для серьезных отношений, что для вас главное? Напишите в комментариях. Итак, смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Так. У вас период конца любви. У вас период измен, период обмана, но он остался позади. Правда, вот в осадке, в последствиях после этих измен и вранья, вот вы сейчас вот пребываете в этом осадке, да. Вот сейчас тяжело, сейчас больно, сейчас обидно. Но, тем не менее, вот я скажу, вы еще живете прошлым. Ну вот живете, вот не отпустили вы. Вот с одной стороны вам больно, тяжело, обидно, да, вот плюнули в душу. Все равно еще вы не отпустили прежнюю жизнь, хотя в то же время вы очень негативно и агрессивно настроены на бывшую. Вот если бы она появилась, ну, наверное, я думаю, вы бы ее либо послали, либо же трубку бросили бы, да, ну, то есть у вас как будто раздвоение идет. С одной стороны, вот вы тоскуете, ну, хотя вы больше тоскуете, наверное, по хорошим временам, да, по обманутым надеждам. Вы тоскуете по тем моментам, которые были в начале, когда вам было хорошо. Но злость, с другой стороны, да, злость, потому что с вами так поступили, вас не оценили, да, вас кого-то предали, обманули, да, вот, то есть у вас такое двоякое состояние. Причем у вас по жизни могут еще предлагаться другие шансы, да, у вас есть женщины вокруг, которые могут с некоторыми флиртовать, кого-то даже открыто могут там соблазнять, либо же в гости приглашать. Но вы как-то отметаете последнее время это все. Потому что, ну, не очень вам и хочется, и плюс вы еще не забыли прежнюю женщину, как-то вот вы не можете определиться, да, вот как будто мечетесь, с одной стороны ностальгия назад вас тянет, с другой стороны уже вроде бы как бы и новые надо отношения, и вы туда-сюда вот не можете определиться. Так, что еще у вас происходит в жизни? Ну, снова император. Ну, кто бы сомневался. Конечно же, император наш любимый, да? Однозначный конец отношений с женщинами. Вернее, не с женщинами, с женщиной. С женщинами еще все будет хорошо. Смотрите, вы по жизни вот сильный мужчина. Уже даже как-то и не смешно, но из расклада в расклад вы выпадаете императором. То есть, смотрите, ребята, вот кто отчаялся, всегда помните, что вы вот даже в раскладах, да, вы император. Император, ну, не может быть слабым. Император не может расклеиваться, да. Император – это сильный и физически, и морально мужчина, который даже за собой может вести толпу, который может научить, который такой лидер. У вас есть эти качества, вы можете много чего сделать, вы умеете с людьми общаться, вы довольно умный человек. Другое дело, что этому лидеру, императору, да, разбили сердце. Этому лидеру плюнули в душу, грубо говоря, да. Этому лидеру нанесли очень большие раны, душевные. И плюс это дало, конечно, и по здоровью отголосок. Ну, то есть какой-то период однозначно вот вам было, ну, очень, ну, хреново, это мягко сказано. Опять же делаю акцент, у кого-то это сейчас проигрывается такой период, у некоторых он уже отошел, вот недавно еще он был, но вы это все пережили. Хотя
я вам скажу, у вас начнется очень активный период в скором времени. Вот вы активничать начнете больше. Вот еще немного, да, вот погрустите. Это необходимый период. Я об этом уже не в одном видео рассказывала, что должен пройти период горевания, да, вот без него ну никак, без него лучше не вступать с ним в новые отношения никуда. Должно отболеть, должно поутихнуть, ну, подзабыться должно все вот эти гадости, негативные слова, мысли. Эмоции должны улечься, тем более негативные эмоции. И только тогда с новыми силами. Поэтому у вас еще немного будет такой период, когда подуспокоиться надо. И в вашей жизни, вот, посмотрите, император и императрица, это суперский тандем у нас получается. Ворвется в вашу жизнь новая женщина. Давайте смотреть, какая женщина ворвется в вашу жизнь. Так. Вот даже с появлением этой новой женщины вы будете постоянно остерегаться вот этого вот обмана, предательства. Ну вот вы уже очень сильно как-то погрязли в вот этих страхах. Вы настолько, вот с одной стороны, вы привяжетесь к этой женщине, вы настолько влюбитесь в нее, но в то же время вот будет вот червячок этот недоверия сидеть в вас и не давать вам покоя. Женщина, которая подарит вам любовь. Так, смотрите. Так, красотка наша, да? Она появится в период, который будет, знаете, вот вам жизненно необходим. Вот она появится, когда вы, скорее всего, опустите руки. С одной стороны, смотрите, как проигрывается. С одной стороны, да, вам нужно сейчас, как я говорила, период, чтобы эмоции улеглись, да, немножко подзабылись. Но с другой стороны, вот у вас будет такой период, когда не личной жизни, когда вот все как-то подвиснет, когда будет, ну, такой, знаете, вот осадок вроде бы поуляжется, но еще вы будете и личная жизнь, и все остальное как-то вот в подвешенном таком вот, ну, пофигистическом таком настроении, да, апатия такая будет, вот. Вроде бы и бывшая уже отошла на задний план, но все равно как-то грустно и печально. Вот в такой период, когда вам будет все равно, будет женщина, не будет. Ну, познакомлюсь, то познакомлюсь. А не познакомлюсь, то ну что ж, не судьба. То есть вот такой период, да? Немного страсти к бывшей поулягутся, эмоции вот эти. Но такое вот какое-то равнодушие еще останется. И в этот период появится она. Это будет, скорее всего, блондинка, очень фигуристая, довольно сексуальная женщина. Именно сексуальная, потому что вот таких женщин очень любят. Она и ухоженная, она и фигуристая, она умеет за собой вот ухаживать, что немаловажно, потому что не каждые женщины умеют так со вкусом, да, и одеться, и тот же макияж нанести, а не так, как бывает индеец Чингачгук, да, разрисуется и пошла покорять мир. В общем, это дама, которая покажет, вот в первую очередь, она покажет вам азы интима. Мы сейчас дойдем, как вы ее узнаете, пусть будет небольшая интрига. У вас будет потрясающий интим с этой женщиной. Внешне, конечно же, она вам понравится. Это будет потрясающий интим. Так, полно эмоций. Эмоции будут просто вас переполнять. Плюс еще вы будете настолько, вот вы к ней привяжетесь, влюбитесь, что вы будете очень сильно бояться ее потерять. У вас будет, ну это естественно не в первый день, да, постепенно, чем больше вы будете с ней сближаться, тем больше вас будут одолевать страхи, чтобы ее никто не увел, чтобы никто не забрал. Она настолько суперская, она классная во всех отношениях, она вам азы интима покажет, причем это будет такой какой-то, ну, необычный интим. Либо же это будут в разных местах, таких, где вы раньше этим не занимались. Либо же это будут разные там варианты, да, потому что интим бывает разный, традиционный, не очень традиционный и так далее. Ну, сейчас мы не об этом.
Ну, то есть она вам покажет и Крым, и Рим. Научит много чему. Так, что же будет еще? Мы дойдем. Я помню, что. Как же вы ее узнаете? Я это помню. Так. Смотрите, женщина эта, она может еще проигрываться, она работает где-то, ну, то ли в государственных каких-то вот организациях. Это могут быть любая бюджетная организация, это еще может проиграться. Ну, то есть она такая еще правдолюбка, она и правдоруб. Она что думает, то и говорит. Иногда она может выкинет что-то такое, что вас как бы даже в ступор, в тупик, ну в такой приятный тупик вас загонит, то вы будете в таком легком шоке. Вот она любительница учудить что-то, она любительница каких-то экспериментов. И в том же интиме, да, вот она любит эксперименты. Она, в принципе, она довольно уверенная в себе, то есть все при ней. Она пережившая развод, у нее было разрушение отношений, да, это скорее всего развод, это не просто расставание было, а именно разведенная она. Так, кстати, у нее может проигрываться, что она тоже предательство пережила. Так, что будет? Ну, абсолютная обнуляция, да, у вас абсолютная обнуляция отношений с ней идет. Потому что женщина, ну, абсолютно непростая. Вот она, знаете, вот начнется все с интима вроде бы. Ну, с такого классного интима. Перейдет в чувство, когда вот безумная страсть, безумная привязка ваша будет к ней, которая может привести к законному браку. Абсолютно новый этап отношений, новый уклад жизни. Плюс дама, которая, знаете, вот такое ощущение, что у нее еще есть хорошее денежное накопление. Очень хорошее денежное накопление, но она умеет так к деньгам очень экономно относиться. Она умеет распоряжаться деньгами, поэтому сорить при ней вы точно не будете. Ну и что? Вишенка на торте. Как же вы узнаете будущую жену? Давайте-ка. Самый главный вопрос. Как же вы ее узнаете? Так. Вы ее почувствуете. Когда вы познакомитесь, у вас появится ощущение, что, знаете, вот как довольно часто вот разные там артисты, звезды шоу-бизнеса, да и не только говорят, что познакомился со своей будущей женой или мужем. И вот уже при первом знакомстве, там чуть ли не при первом взгляде, ты смотришь и ты чувствуешь, вот как будто ты знаешь, что это она, что это будет моя жена. Вот у вас приблизительно такое ощущение будет. Вот вы с ней познакомитесь, и, возможно, даже в первый же день, да, вот при первом общении, у вас будет ощущение, вы просто почувствуете, вот вы почувствуете, что это она, что это моя будущая жена, я буду с ней. Вот именно обращайте внимание на свою интуицию, потому что она никогда нас не подводит. В принципе, она всегда у нас работает. У кого-то лучше развита, у кого-то хуже, но мы очень часто включаем мозги. Мы подавляем в большинстве случаев свою интуицию, хотя мы прекрасно все знаем и чувствуем. Вот я думаю, каждый из вас может вспомнить случай, когда вы вот в какой-то ситуации чувствовали, что будет вот так-то, да? Но вы не послушались своих чувств и пошли путем разума, да, путем логики, сделали что-то совершенно другое, что привело к печальным последствиям. А потом думали, боже, я же чувствовал, да, я же знал, что так будет. Я же не хотел, но почему же я так сделал? Ну, вот такие какие-то ситуации. Но я думаю, каждый из вас сможет с легкостью вспомнить. Поэтому ваша интуиция – это будет ваш индикатор. Прислушивайтесь, вот с какой женщиной у вас ёкнет сердце, с которой
у вас появятся вот мысли, что это она, это моя будущая жена. Вот это и будет вам таким маленьким маячком, ваш знак. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. И всем пока!